Серж Тундра, интересно узнать ваше мнение о волгоградском художнике Татаренко и его школе исполнительского искусства, если, конечно, он попадал в поле вашего зрения. Вы знаете, Серж Тундра, мне очень сложно о ком-либо из художников говорить. Но поставьте себя на мое место. Значит, если я скажу что-то такое критическое, на меня может обидеться этот художник и те, кто его почитает. Если я скажу хвалебное, скажут, ну с ума сошел, да, ты что, не видишь, что он там творит? Поэтому поймите меня правильно, я занимаюсь тотально развитием мастерства. Мне интересно писать, интересно исследовать. Я могу какой-то иронический жест показать о ком-нибудь, всем понятно, но не более того. Говорить что-то конкретно – это очень неблагодарное дело. Ну, не знаю, мне так кажется. Потому что художник – это такая тонкая натура, одним словом можно обидеть и вообще прекратить его рост. Поэтому я за то, давайте, кстати, обсудим это, может быть, кто-то по-другому думает, я за то, чтобы в нашей палате мы были очень толерантны, сдержаны к поискам, творческим таким исследованиям наших коллег. Давали возможность ошибаться, сомневаться, искать. И с благодарностью относиться друг к другу, с уважением к творческим поискам. Ведь это целая жизнь художника. Художники ранимые. И, может быть, не каждый ставит высокую планку. Вот ему достаточно на каком-то такой потолок иметь, не очень высокий. Если человек ставит высокую планку, я только за это, то очень просто все. Вот вы берете, например, я не знаю, Микеланджело. Вот я гулял вчера по Семиизу, там писал работы. И стоят скульптуры, естественно, вы знаете эту кипарисную аллею в Семиизе. Стоят скульптуры. И я залюбовался, в кавычках, потому что есть, извините, Микеланджело, и есть вот это. Ну, мягко говоря, не Роден, не Микеланджело. И я в сложном положении. Вот как тут быть? Аллея, в общем-то, известное место. Все ходят, любуется кто-то или просто предпочитает не смотреть на это чудо. Все очень просто. Как мы оцениваем, я не знаю, других? Я предпочитаю не смотреть на такое. Мне кажется, мы с вами безошибочно можем увидеть, человек умеет писать, рисовать. Художник же, он должен же уметь рисовать. Этого может быть достаточно. Ну, как критерия для оценки, да, вообще это профессионально, по крайней мере, или нет. Это живописно или нет. Кэтрин Борса или Борка. Вячеслав, темперы можно писать на какой бумаге? Только для акварели? Нет. На любой плотной бумаге, типа ватмана, потому что темпера, она же укрывистая краска, и ей не нужна прозрачность, как в акварели. Укрывистая – это значит, вы проложили слой, потом еще, потом еще. Любая плотная бумага сгодится, так что никаких проблем. Можно писать и на холсте, можно написать на картоне, на любых панелях грунтованных, так что это удобно. Дон Сантино, скажите, вы учились в художественной школе? Мы всеми классами каждое лето и осень выходим на пленэр. Я всегда беру масло. В каком возрасте вы начали писать? Сколько интересных вопросов. Я в художественной школе не учился. Мы всеми классами каждый на пленэр. Очень хорошо, берите масло. В каком возрасте начали писать? Ну, так, чтобы вот прям серьезно. Ну, готовиться начал к Строгановке. Ну, сколько мне там было? Не так много лет. 23-25, что ли. Но это все настолько было сложно осваивать это все. Я в Таганроге, я помню, тогда жил немного и учился у скульпторши в одной. Потом приехал в Москву поступать, и вот так уже потихоньку, ну, начиная фактически со Строгановки. Это был 83-88 год, у меня заняло обучение в Строгановке. Давно уже было.
Это было очень яркое время изучения живописи, изучения разных стилей. Александр. Вячеслав, спасибо за видео. Я с вами согласен насчет фотографии и натуры. Но все же, давайте проясним некоторые моменты. Вы говорите, что писать лучше с натуры, а не с фото, потому что там больше информации и нюансов. Ну да. И также вы говорите, что когда пишете, то нужно обобщать. Ну да. Так вот, получается, что новичку писать с фотографией-то легче, потому что там меньше нюансов и легче обобщать. Не обращать внимания на нюансы. А на натуре новичок просто теряется и начинает прописывать все, что видит, а это не нужно. Но вы понимаете, что фотоаппаратом вот снять в тенях проработку и в цветах одновременно, не удастся, если еще все заполнено светом. Просто все это съедается в 100 раз, в 1000 раз, а наш глаз видит и в цветах, и в тенях все одновременно. Куда он не посмотрит, он считывает нюансы. Нужно делать взмахи внимания. Это некая синусоида, Александр. То есть то ты смотришь обобщенно, да? Когда ты видишь, я не знаю, вот сколько здесь? 1, 2, 3, 4 там пятна, да? И ты вот на верхней точке синусоида ты смотришь только на эти 4 пятна и сравниваешь. Потом следующий этап, когда ты в этом видишь нюансы, в каждом пятне нюансы и уточняешь их. Потом опять синусоида, опять обобщаешь. То есть ты можешь варьировать и широту видения, и узость видения. Еще раз, чтобы было понятно. В рамках вот этого пятна, этой горы, фактически одного пятна, мы можем различать, я не знаю, миллион нюансов, которые фотоаппарат просто съест. Если яркость неба, она же сильнее, чем этого плана горы. Экспозиция, когда мы снимаем, берется либо по теням, либо по цветам. Если по теням, то да, в тенях будет отработано, а небо ничего не будет отработано в фотографии. Есть центровзвешенный замер экспозиции, как бы и там, но где-то все равно съедается. В этом случае съедается и в цветах информация, и в тенях информация, что-то половинчатое такое. Глаз наш видит и в тенях, и в цветах полную информацию. Он может и обобщать, мы можем обобщать, и можем наслаждаться нюансными переходами. Вот эту синусоиду, если, мне кажется, я понятно объяснил. Если кто-то может еще добавить, напишите, пожалуйста, чтобы снять этот вопрос. 41-й урок посвящен живописи темперой обнаженной сидящей фигуры в профиль. Несложная по рисунку тема, но возьмите, пожалуйста, те, кто смотрит уроки, карандаш для того, чтобы вместе со мной изучить структуру этой фигуры, ее конструкцию. И только потом, когда вы убедитесь, что пропорции соблюдены, что все на своем месте, вы можете взяться за кисть и проработать нечто подобное темперой или гуашью. Есть определенные тонкости построения, конструктивного построения фигуры, об этом в уроке. И есть тонкости освещения модели. Общий заполняющий свет холодноватый, а по цветам теплый. Так и нужно писать ее целостно. Один план заполняющий, как бы боковую часть, холодновато, разделить все на холодный и теплый свет. Интенсивность холодного и в тоне, и в цвете можно варьировать. Также можно варьировать и интенсивность, насыщенность теплого цвета. Разделение на тепло и холод, когда вы пишете модель, когда ставите свет, очень помогает решению творческих задач. Надеюсь, что этот урок вам будет полезен.